Друзья, привет! В комментариях к предыдущему видео про варп на 1000 плюс товаров меня попросили сделать обзор моей теры. Скорее всего, игроки хотят знать и понимать, откуда у меня берется такое огромное количество ресурсов, как мне удается все это крафтить для такого большого варпа. Что ж, давайте я вам проведу небольшую экскурсию по своей территории. Значит, по сути, она представляет из себя вот такую вот зону из нескольких чанков, но очень протяженную по высоте. То есть моя территория состоит из нескольких этажей. Сейчас я нахожусь на самом верхнем этаже, причем это очень высоко, высота 230 блоков. Вот, и самый верхний этаж, по сути, является в каком-то смысле панелью управления моей терой. Здесь у меня как бы расположена моя система, сюда все ресурсы стекаются, все перерабатывается, в итоге оказывается вот здесь вот у меня в моей системе. Здесь я могу забирать ресурсы, что-то заказывать на крафт и, соответственно, пополнять варп. Больше ничего здесь особо интересного у меня нет. Вот только для призыва Гая здесь еще есть штука. Значит, чаровалка, да. Собственно, больше здесь ничего интересного особо нет. Так, сразу же ниже у меня идет технический этаж, где у меня расположена моя система. Уже, собственно, сама переработка там, да, производство, то есть автокрафт и так далее. Здесь у меня завод утиля, завод камня и так далее. Тут кое-что у меня из переработки, соответственно, кристаллов. Да, у меня тут кристаллы производятся из пыли, которые дают пчелы. Вот. А здесь у меня зона переработки продукции, которая поступает у меня из пасек и бикульев. Чуть позже я их покажу тоже. Вот, собственно, и все. То здесь у меня такой технический этаж, где в основном происходит какая-то переработка ресурсов, которая поступает уже из каких-то других источников. Естественно, самым главным, самым основным источником для меня это является энергия ИК-2. То есть я использую одну сингулярную панель, одну спектральную и две квантовые. Ну, соответственно, по ограничениям на этом проекте я являюсь грандом, да, вот я грант. Мне, соответственно, мой лимит вот как раз вот эта сингулярка, спектральная панель и две квантовые солнечные панели. Соответственно, эту энергию я уже передаю в систему и с помощью нее произвожу материю. Из материи уже там крафчу другие какие-то ресурсы типа олова, там, меди и так далее. И также произвожу иридий, который является очень важным компонентом на этом сервере. То есть я его и просто продаю, и как-то обмениваю на другие ресурсы. Да? То есть можно сказать, что в каком-то смысле для меня иридий тоже является таким как бы способом добычи ресурсов. То есть у меня есть скупка, где я какие-то дополнительные ресурсы получаю, вот, которые либо не могу получить сам, либо мне просто лень, либо я получаю их в недостаточном количестве, например, из качалки для узлов. Да? То есть у меня качалка для узлов, там стоят ульи, которые производят такие вот кристаллы. Но производят они достаточно медленно, поэтому иногда приходится еще дополнительно игроков скупать эти кристаллы за иридий. То есть, соответственно, также у меня вот я произвожу иридий и какие-то ресурсы скупаю за иридий. С помощью пчелок, как я в предыдущем видео показывал, произвожу алмазы. И также с помощью алмазов тоже какие-то ресурсы скупаю. В принципе, все эти ресурсы можно и самостоятельно добыть. Какие-то я и произвожу. Сейчас уже, в принципе, у меня с эдокварцем нет проблем. То есть я его там произвожу в ботании. Вот. Но скупка тоже для меня является в каком-то смысле источником ресурсов. Так. Значит, дальше давайте, наверное, пойдем на минус второй этаж. Это, по сути, этаж под таум выделенный. Здесь у меня стоят автокрафты Таума. Если вам интересны такие системы, напишите в комментариях. Возможно, когда-нибудь я сделаю обзор. То есть автокрафт на матрицах. Здесь у меня, если не ошибаюсь, 8 матриц. 7 из них у меня с автокрафтом. Вот, и одна запасная. То есть здесь у меня происходит крафт, там, допустим, пробужденного ихора, там, пробужденные инструменты ихоровые и так далее. Вот. Но этим в основном занимается мой коллега, мой друг, который держит отдел Таумкрафта. Здесь у нас печки, соответственно, алхимические, тоже все там
на переработку аспектов идет. Здесь есть автокрафты через алхимические печки какие-то. Вот. Ну, там в уголку просто стоит у меня крафт из ботании, это кварца. Видимо, в другом месте ему не нашлось места. Вот. Тут у меня, по идее, должен быть голем-рыбак, но, видимо, он опять пропал. Вот. Ну, то есть такой отдел, такой у меня этаж под того. Здесь мы производим продукцию для таункрафта. Здесь можно посмотреть, сколько у меня сейчас аспектов, да, хранится в системе. Вот, достаточно много. Особенно основных, там уже по 100, даже по 1,5 миллиона наплавили. Так, давайте еще этаж посмотрим. Сейчас я что-то подвис. Значит, минус 3 у меня еще есть. Здесь у меня просто... Сейчас у меня пока что здесь выключена ферма. Здесь у меня просто ферма дерева вот была. Но я пока выключу, потому что дерева мне слишком много уже. То же самое касается вот фермы пшеницы и фермы кактусов. Их я пока тоже выключил, потому что у меня уже в избытке этих ресурсов. Здесь ферма с помощью мода, соответственно, Industrial Craft уже. Сборщики, которые добывают мне там тростник, резиновый тростник, то есть резину с него. Там морковка, картофель, адский нарост. Здесь цветы, которые я использую для красителей. Что еще? Арбузы, тыквы. Вот. Ну и вроде бы все. Вот такое вот. Так, здесь у меня, соответственно, качалка узлов. Я про нее уже тоже рассказывал, да, в предыдущих видео. Вот эту продукцию. Ну, здесь, во-первых, я качаю узлы. Вот я сейчас новенькие поставил, они уже неплохо так подкачались. То есть дефолтовые пустые узлы поставил, и они уже подкачались. Плюс еще эти пчелы мне дают кристаллы, да, которые я потом отправляю, ну, точнее, они дают мне прополис там разного типа и соты. Я их направляю потом в переработку туда на минус 1 этаж. И там, соответственно, превращаю уже в кристалл. Так, здесь у меня должны быть курочки. Ну, мобы опять, походу, пропали. Вот, курицы, соответственно, мне производят яйца и перья. Так, тут у меня, соответственно, реактор, да. Ну, точнее, хранилище энергии из Draconic Evolution. Я, кстати, еще не делал гайда по Draconic Evolution. Если вам будет интересно, напишите в комментариях. Возможно, сделаю гайд. Ну вот, собственно, всю территорию я и показал. То есть у меня здесь 4 этажа. 3, по сути, у меня технические, да. И 1, соответственно, основной, где я управляю своей базой. Вот. Да, кроме того, у меня еще есть отдельно качалка опыта, да, ну прям на варпе, да, куда попадают игроки через покупку входа. Вот. Здесь у меня внизу такое подвальное помещение. Вот мы можем видеть, да, что, соответственно, ресурсы поступают, соответственно, от пчелок, потом они здесь сортируются и через тессеракт также на базу отправляются. Там я их уже перерабатываю. Еще у меня есть качалка, ну, точнее не качалка, это моба-ферма, да, то есть несколько спаунеров различных. Вот тут ведьмы, коровы, свинозомби и множество других мобов, да, которые мне дают ресурсы. Если что-то вам интересно подробнее узнать про мобоферму, там пишите в комментариях. Возможно, какое-то отдельное видео я сниму. Мобофермы появились относительно недавно, да, ну по моим меркам, по крайней мере. И они, например, помогли решить вопрос окончательно со светопылью и красной пылью с помощью ведьм. То есть раньше я, допустим, светопыль и красную пыль получал там из шерсти. То есть я сперва добывал шерсть, потом ее красителями красил, потом молекулярно преобразователи превращал в лазурит и, соответственно, светокамень. И потом уже дробил и получал, соответственно, вот эти ресурсы. Да? А сейчас, соответственно, вопрос этот решается. Ну, кроме, соответственно, лазурита, который я по-прежнему крафчу из шерсти. Вот. Так, ну вот я как бы краткую экскурсию вам провел. Собственно, вот все. Если что-то еще интересно, в комментариях пишите. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте друзьям мои видео. Жду вас в следующих сериях. Пока.